Корейский суп из ботвы редиса. Сегодня будем готовить очень вкусное и полезное блюдо. И готовить его будем из ботвы зелени редиса. Ознакомьтесь с ингредиентами, и мы приступаем. Я до знакомства с этим корейским блюдом, если честно, даже не знала, что ботву редиса едят, а в Корее это очень хорошо практикуют в разных блюдах и в медицинских целях. Первое, что мы делаем, свежую ботву редиса мы с вами должны подготовить к засушке. Для этого 2 пучка редиса с ботвой мы с вами должны будем соответственным образом подготовить. Здесь можно с ботвой, где мы живем, купить только весенний редис, поэтому молодой весенний редис мы используем. Мы должны срезать часть с ботвой так, чтобы сохранился кончик от части редиса, чтобы зелень не распалась на части. Это первое, что мы с вами делаем. 5 редисок нам с вами понадобится для супа, а из остального можно сделать салатик, или в конце видео будет линк на то, что можно вообще приготовить из редиса. Итак, вот ботва. Ее нужно будет хорошо промыть. В холодной воде, можно в стоячей, можно в проточной. Главное, чтобы все было чисто. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить листья. Затем мы должны будем перебрать ботву, то есть удалить завядшие листья, если таковые будут на ней, собственно говоря, иметься. Во время этой процедуры расскажу вам, что вообще в Корее это делают из дайкон редиса, но здесь дайкон редис купить нельзя, поэтому мы это делаем с красной редиской, а так в Корее используют дайкон редис и уже взрослый с большой ботвой, то есть когда сами листья достаточно уже большие и объемные. Итак, перебираем, удаляем листья, завядшие или поломанные, если таковые имеются. Итак, ботва промыта, нужно дать воде немного отечь, можно расположить ее немного под наклоном. Теперь подготовим ботву для сушки. Для этого нам понадобится какая-нибудь веревка. Соответственно, если у вас ботва достаточно маленького размера, то и нитку, веревку можно взять достаточно тонкую. Если же она достаточно крупная, допустим, у вас огород, вы выращиваете редис, и у вас нет напряженки с ботвой, с крупной ботвой, тогда возьмите какую-нибудь достаточно крупную и толстую нитку. Что мы делаем? Вообще, в принципе, вы можете избрать любой удобный способ, но смысл в том, что мы ботву располагаем концами в разные стороны, и там, где ее основание, именно к этой части мы ближе всего и завязываем узелок. Я завязываю узелок, и так, в принципе, есть много разных способов. Я выбрала самый простой. Значит, завязываем узелок, располагаем ботву концами в стороны, а основание в середину. И каждый из таких вот, можно сказать, пучков мы закрепляем узелком. Итак, продолжаем процедуру. И вот последние листочки. Последний листочек мы хорошо, последние листки, последний пучок мы хорошо затягиваем 2-3 узелками, чтобы ничего не развалилось. И вот такая вот интересная конструкция у нас с вами получается. Ее мы должны будем подвесить. Подвесить где? В том месте, где свободно циркулирует воздух, где постоянно есть движение воздуха. И еще одно условие, что в это место не должны попадать прямые солнечные лучи, то есть на ботву не должен попадать солнечный свет, и иначе, как говорится, дело пропало. Время засушки зависит от многих факторов, собственно говоря. Кстати, можно еще и на балконе подвесить это дело. Главное, чтобы
предыдущие условия соблюдались по поводу света и воздуха. И вот что у нас, собственно говоря, получилось через неделю. Неделя, какая была погода в течение недели, ну и солнце, и дожди были. Так что время засушки может быть и разным. Теперь мы начинаем готовить суп. Берем кастрюлю, закладываем туда уже засушенную ботву от тех 2 пучков в эту кастрюлю. И заливаем водой. Какое количество воды? Чтобы она покрывала ботву, чтобы ее было достаточно для варки. Добавляем 2 столовые ложки сахара. Варим в течение 30-40 минут. За это время подготовим овощи для супа. Нарезаем 1 луковицу полукольцами, 1 зеленый перец чили, нарезаем колечками, 1 стручок зеленого лука, нарезаем мелкими кольцами, 5 молодых редисок мы должны будем с вами помыть, очистить и нарезать. Нарезать, в принципе, любыми кусками, любой формы. Чем тоньше, тем быстрее они сварятся. И 1 головка чеснока. Нам, в принципе, чеснок нужен в измельченном виде, так что вы можете его и в блендере перемолоть, или вот таким же образом сначала расплющить его при помощи ножа, и затем тем же самым ножом и измельчить. Далее 150 или 200 грамм говядины. Это в расчете на 2 порции на 2 человек. Мы с вами нарезаем кусками, но в принципе любой формы, любого размера. Чем тоньше и меньше, тем быстрее, собственно говоря, они сварятся. И вот ботва сварилась. Воду от варки, кстати, можно пить как лекарство, особенно при раке толстой кишки, ну и для профилактики раковых заболеваний. Еще держим 30 минут в воде и под крышкой. Затем кладем в холодную воду и аккуратно промываем 3 раза в стоячей или проточной воде. Не забываем про воду. Можно остудить отвар и хранить в холодильнике. Но тогда, если собираетесь воду употреблять как лекарство, тогда сахар при варке не кладите. Итак, промываем. И вот что у нас получается. Если достаточно толстая ботва, то с нее лучше снять верхнюю пленку. Иначе достаточно трудно будет это потом в процессе еды пережевывать. Вот, но если такая маленькая, то это не обязательно. Итак, отжимаем, но не очень сильно, аккуратно, чтобы не сломать листья. И затем нарезаем это вот таким образом, просто несколько раз ножом. Все ингредиенты для супа заготовлены. Берем сковороду, наливаем растительное масло 3 столовые ложки и кунжутное масло 2 столовые ложки и нагреваем масло. Затем закладываем прежде нарезанное говяжье мясо и начинаем это пассеровать на сильном огне, пока мясо не поменяет цвет. Когда это произойдет, то мы закладываем красный молотый перец 3 столовые ложки. И все это мы перемешиваем на сильном огне, и как только мясо все покрылось красным перцем, сразу заливаем в воду, так, чтобы оно покрывало мясо. Все это помешаем и сразу после этого закладываем уже подготовленную ботву редиса. Все это еще раз помешали и закладываем чеснок и редис, прежде нарезанные. Все это еще раз перемешиваем. И добавляем соевый соус в объеме 2 столовых ложек. Кипятим под крышкой в течение 20 минут. Через 20 минут добавляем прежде нарезанный лук, зеленый лук и зеленый перец чили. Все это еще раз перемешиваем. И добавляем воду. Объем, точно так же, как мы наливали прежде. И
Под накрытой крышкой кипятим 20 минут. И через 20 минут добавляем рыбный соус, 1 столовую ложку. Этот ингредиент можно пропустить, если нет. Пробуем на соленость, если соли не хватает, то добавляем нужное количество. Перемешиваем и, собственно говоря, блюдо готово. Сервируем и приятного вам аппетита! Очень вкусный суп, и он острый, но не очень сильно, поэтому перца было вот именно то, что надо. Я очень давно хотела попробовать, по-корейски это называется шереги, но по-нашему это ботва редиски. Но здесь, во-первых, дайкон и редис вообще как таковой очень трудно найти в месте, где мы живем. А тем более с ботвой, так он вообще не продается. Поэтому пришлось ждать весенней редиски, обычно красной весенней редиски, потому что только весной ее здесь продают с ботвой, только тогда, когда она маленькая, молодая, поэтому ботва тоже сама по себе тоже маленькая, но тем не менее это... То есть я очень хотела попробовать и наконец-то приготовила, попробовала, это очень вкусно, и как уже говорилось прежде в видео, это богато полезными веществами, поэтому ем, наслаждаюсь и водичку тоже буду для здоровья пить, и вам советую, попробуйте.